Вот это все тут нужно зашлифовать. Шлифуем вот эту штуку, вот эту и вот эту. Охренеть. Не спеша, на соточке. Привет всем. Сегодня мы будем обслуживать. Дали мне попользоваться компрессором. Но у него тут фильтр стоял очень плохой. Испортился. Решил его обслужить. Я уже разобрал. Поставим вот такой вот новый фильтр. Он там бумажный. То есть хорошо фильтрует. Ну сейчас посмотрим, что тут у нас. Смотрите. Я разобрал. Короче, оно там что такое грязное. Но мы сейчас увидим по клапанам. Вот смотрите. Вот какие они тут. Так, сейчас снимем. То есть вот это надо почистить. Почистить здесь. Разобрать вот это. Сейчас у меня, короче, переберемся на стол. Поршневую мы трогать не будем. Убираем его в стороночку. Вот это все тут нужно зашлифовать. Шлифуем вот эту штуку, вот эту и вот эту. У меня для этого есть бумага. Смотрите, 280, 500, есть еще 1000. Ну, сейчас попробуем. Я думаю, результат будет. Но еще у меня есть более крупная 100. Так, как я делал? Я тут сделал такие, это канцелярские зажимчики. Стекло, как видно, толстое. Вот, установили стекло ровное. Не спеша, нам спешить некуда. Так, теперь с этой, ну вот уже выводится. Не спеша, на соточке. И круговыми движениями. Ну, наверное, хватит. Продолжим. Сотка я уже шлифанул с обеих сторон, все детали. Это 280. Продолжим. Шлифую в домашних условиях на коленке. Круговыми движениями. В одну сторону, в другую. Я смотрю, оно и много и не надо. Теперь вот эти меленькие. Теперь поставим 1000. Супер зеркало, понятно, не получим. Но уже же лучше, чем было. Согласитесь? Ну, я как-то новое покупал, так там были царапины. Ну вот. Я думаю, хватит. Так. Соберу. Посмотрим, что там. Что у меня получится. Так, продолжаем собирать. У меня болт. Здесь болт на 8. Момент усилия затягивания динамометрическим ключом от 22 до максимально 27. Я поставил 24 ньютонометр. И будем затягивать крест-накрест. По чуть-чуть. Раз. То есть крест-накрест, не спеша. Так. Я когда разбирал, оно
Вообще после 8 часов в инструкции там написано, после, когда новый купили, после 8 часов нужно протянуть головку, подтянуть. Но здесь, наверное, такого не делали. Вот. Ну, посмотрим. 20. Поставил 24 ньютона-метра. Чтобы не перекосить головку, мы постепенно, я так затягиваю. Но оно все тянется и тянется. По четверти оборота, конечно. О, есть. Так, теперь сейчас эту сторону. О, есть. И так, тут еще тянется. Есть. И тут есть. Все, я думаю, хватит. Есть такое дело. Все. Теперь нужно вот эти вот. Так. Вот ручка есть. Ну, не забыть еще, конечно, надо будет отсюда конденсат слить. Да, вот тут есть. Гаечка. Болтичек. Мы сейчас, кстати, это и сделаем. Ну, как ни странно. Конденсата тут нету. Потом протягиваем вот здесь вот аккуратненько. Ключик есть. Вот так. Здесь тоже вот. Оно. Все соединения. Но не сильно, потому что... Ну, вроде работает ничего. Чуть-чуть сейчас мы его, чуть-чуточку подтянем. Проверим, за сколько он накачает по времени. Полностью спустим воздух. Какая тут штука. Корпус. Надо какой-то удлинитель. Потому что когда... Не знаю, почему так они сделали, блин, ну тут надо какой-то удлинитель. То есть, чтобы когда защиту вот так вот придавливаешь, то начинает вентилятор. Сейчас продемонстрирую. Пока не буду ставить. Вот смотрите. То есть сейчас нормально. Вот когда его полностью надо... Сейчас мы полностью закрутим его. То есть как он должен быть. Вот. Слышите? Вентилятор начинает корпус об защиту шкрябать. То есть нужно удлинитель поставить. Ну сейчас посмотрим, есть ли у меня удлинитель. Или на 3 витка. Вот только корпус начинает прижимать. И так оставлять. Но это не дело. Собрали мы компрессор. Я уже его проверил. Спустили давление. Ну что я хочу сказать. Масло я не сливал еще. Накачивает он с 0 до 8 атмосфер. Минута 43 секунды. Сейчас на видео покажу. Оно будет ускоренное. Ну и там будет секундомер. Что вообще я хочу сказать. Смотрел я на YouTube видео. И все показывают, плохо качает. Все меняют масло, там фильтра, там у кого-то даже добираются до головки.
протягивает трубочки. Да, это все хорошо. Это все после 8 часов работы нужно протягивать вообще и на головке винты. Ну и везде соединения. И через 20 часов тоже после работы, как сделали, через 20 часов тоже проверить, протянуть. Не постоянно, конечно, наверное, протягивать надо. Но даже добираются до головки, и у некоторых, да, ломаются пластинки. Они просто их меняют, там, протерли каким-то там вайспиритом, там что-то промыли, протерли и собирают. Нет, этого мало. Нужно сделать то, что я делал. Вот тогда получите нормальный результат. Вовремя менять фильтр. Особенно, когда если покраска, ну, в очень грязных местах. Он забивается. Здесь бумажный. Да, есть поролонные, но лучше бумажный. Но за ним нужно следить, потому что если он забьется, его прорвет и пойдет вся пыль, вся грязь будет лететь. Придется опять шлифовать, чистить. То есть пластины лопаются из-за чего? Из-за того, что он молотит, плохо прилегают пластины, и они, даже если новые, и они перегреваются от длительной работы. Если притереть, то новые пластины опять будут работать как новый компрессор. То есть обязательно нужно все притирать. Как на машине. Ну, давайте попробуем, посмотрим, сколько у меня результат. Конечно, я его сначала не замерил, сколько он изначально, за какое время качал. Жаль, надо было. Ну, по видео, как у людей есть, до 4 минут достигает. Сколько здесь было, я не знаю. Одновременно. Постараюсь. Ну вот, как видите, минута 40 секунд. Но не 4 минуты. Я же говорю, повторюсь, я не знаю, сколько он изначально качал. Но если сравнить по ютубовским видео, то, я думаю, нормальная работа. Но мы сейчас еще проверим, какое тут масло. И вот здесь вот, я уже разбирал, смотрите, вот в этой штуке есть шарик. Не знаю, я, конечно, может его вытаскивают в других. Мне как-то приносили, то шарика нет. Там стеклянный шарик. И он попадает на отверстие, чтобы туда пыль меньше летела. Но в других, наверное, там мочалочки стоят. А вот здесь шарик. Плюс, как, походу, как обратный клапан. Вот эта крышечка открывается. И можно тоже чуть-чуть почистить шарик и там... Ну, в данный момент тут грязи много не было, то есть даже вообще не было, скажем так. Ну, я все равно почистил шарик и почистил там его посадочное, скажем, место. Вот. Сильно не затягиваем, но тут колечко, чтобы оно его по сторонам не раздавило, не выдавило. Но сейчас посмотрим, какое тут масло. Грязное, не грязное. А то сразу масло поменять, изменится компрессия. Да, масло надо менять. Иногда масло менять. Ну, в паспорте написано, когда его надо менять. Да как в машине. Прогрел и сливаем масло. Нужно поменять. Масло это не показатель, что плохо качает. Да, его надо менять. Затягиваем пробочку. Но этого мало масла. Надо будет купить. Ну, оно такое, как мед. Масло. Да, нужно добавить еще масло. Я посмотрел. Туда надо масло еще добавить. Но это я завтра уже поеду куплю. Дольем. Обязательно. Не переливайте больше нормы. Что потом происходит? Масло попадает не туда, куда надо. Мне одни приносили, они переливают очень много масла. Просто льют его. Думают, что типа он из-за этого греться будет меньше. Это не так. Наоборот, попадает в клапана, он там закипает, залипает, перегрев происходит. Самое главное, чтобы по краям не вылезла
резинка. Ну, не перетянуть. Повторюсь, там шарик. Тоже можно почистить, чтобы туда меньше... Потому что тут никакого фильтра нету. Чтобы туда в масло меньше попадала пыль. Всем до встречи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. До встречи в следующих видео. Всем пока.